Добрый день, уважаемые любители русской бани. Сегодня я нахожусь в гостях у своего давнишнего друга. Когда-то давно, лет 5 или 6 назад, мы поставили ему в баню нашу печь-тройку модели 0.6, но это печь с одной из самых больших панорамных стеклянных топочных дверец. Мы сейчас с вами зайдем в баню. Я думаю, вам будет интересно увидеть, как оформлена печь. Она немножко похожа на камин. В каком состоянии печь находится в парном помещении после 6 лет эксплуатации. Ну и как выглядит декорация, которую применили наши мастера, оформляя эту печь. Ну и, конечно, сама баня находится в очень красивом месте. Это берег реки. Сейчас зима, конечно, никакой воды не видно. Но здесь, поверьте, летом очень здорово. Заливные луга, красивая речка. Вот там вот вдалеке за мной излучина этой реки. В общем, место шикарное. Ну что, пойдемте в баню, посмотрим, как выглядит печь. А баня оформлена очень красиво. Стоят огромные панорамные окна, через которые можно смотреть как раз на заливные луга. И вот за окном мы сейчас с вами видим, горит большая каминная топка, горит огонь. Так, всем привет. Привет. Где сам? А я уже снял. Кошка, сейчас. Вот, видали уже, как вот здесь охотник у нас под потолком живет. Вот, и сейчас растапливаем печь. Только-только наложили дров. И вот такой вот огромный панорамный экран, огромный обзор. Дрова сейчас пододвинуты ближе под каменку, для того, чтобы максимально быстро ее разогревать. Но если мы эти дрова пододвинем ближе к дверке, то мы получим огромный панорамный обзор. А печь выглядит вот таким вот образом, декорирована под камин. И для тех, кто не знает, что это баня, и приходит сюда впервые, можно подумать, что это самый настоящий камин, который может топиться только по праздникам. На камине есть вот такое интересное устройство, я вам о нем расскажу позже, если вам будет интересно. Ну и пойдемте глянем в парилку, как выглядит банная печь в парном помещении. Парилка большая и красивая, и самая главная часть — это потолочная разделка, это безопасность вашей бани, всегда должна быть на печи. У нас есть сверху соль, на которую мои друзья поливают воду и получают соленый интересный пар. Конвекционные дверки, с помощью которых мы управляем температурой и влажностью в парном помещении. Дверцы каменки. И вот так вот она забита полностью под завязку жадеитом. За камнями есть паровая пушка, но я так понимаю, что не очень ей пользуются, поэтому камнями закрыли. Теперь попробую забраться на полок, чтобы снять вам всю печь целиком. Так вот, этой конструкции печи уже 5 или 6 лет. Она не перекладывалась, не ремонтировалась. И мои друзья пользуются этой печью регулярно. Как минимум топят ее каждые выходные. Ну а поскольку приезжают сюда часто, иногда топят просто так, чтобы погреть здание бани. Остаются на ночевку, гуляют, отдыхают. В общем, здесь у них интересно и весело. Для тех, кому интересна эта печь 0.6 тройка с заказной дверкой. То есть вы знаете, что печи мы часто делаем на заказ и принимаем во внимание пожелания наших клиентов. И ставим какие-то необычные дверцы, необычные какие-то решения применяем. Но вот это одна из тех конструкций, которая сделана индивидуально. И есть еще у нас вот такая вот дверочка. Вон там внутри, к сожалению, не очень хорошо видно, находится специальный прочистной лючок. Печь имеет необычное строение. У нее очень сложная система газохода. У нее есть система вторичного дожига, тоже более разветвленная, чем в простых печах. Поэтому печь построена на нескольких интересных решениях. Ну и сама баня, конечно, выполнена красивой. Белая красивая вагоночка, красивый полог и в красивом месте. Так что, если кому-то интересно, какие мы можем делать печи, какие технические решения можем вам предлагать, пишите под этим роликом, я обязательно вам обо всем расскажу. Ну и для тех, кому интересно, я померяю сейчас рулеточкой диагональ топочной дверцы. Она здесь у нас вот по краешек зацепился, больше 80 сантиметров. То есть, если мерить по рамке двери, то это 86. А если мы будем с вами смотреть на стекло, то диагональ будет примерно 66 сантиметров. Ну и клапан, кому интересно, вот я покажу, как он работает. Вот сейчас интенсивность горения такова. Приоткрываю клапан.
И сразу же видите, как начинает разгораться печь. Вот эта штука в автоматическом режиме способна управлять работой вашей печи или вашего камина. Если вам не нужна быстрое горение, не нужна высокая интенсификация горения, то вот эта заслоночка будет держать вашу печь в режиме медленного горения. Вы просто будете наслаждаться как панорамой камина. А если вам нужно очень быстро поднять температуру в каменке, то вы приоткрываете двуступенчатую заслонку с помощью вот этого рычага, и печь работает в максимальном режиме, в режиме быстрого набора мощности и, конечно, разогревается очень интенсивно. Так что вот такое вот устройство, ему тоже уже много лет, 5 или 6, сейчас оно доработано, и уже так снаружи его не видно, работает прекрасно. Но вот не отпустили меня уйти так быстро, как я хотел, мои друзья. Сергей Александрович хочет сказать еще пару слов, как он этим камином пользуется, какие выгоды из него извлекает. Да, это печь, созданная Вадимом Сергеевичем, очень интересная. Она имеет 3 функции. Это не только как печь, дающая тепло людям, дающая тепло помещению. Это еще печь банная. Когда ее натопишь, там внутри каменка есть, как Вадим Сергеевич говорил. Ее поддаешь водички туда, и там жар такой хороший, пар, настоящей русской бани. Если вы видели, там был матрас, то этот матрас — это сено, которое мы скосили на местных территориях. И это сено очень вкусно пахнет, когда печь приобретает функцию именно банной печи. Ну и третья функция — это когда ты приходишь усталый с работы, приносишь с собой бутылочку вина, ставишь это все рядом с печкой, затапливаешь ее. И печь, несущая функцию камина, так тебя сразу расслабляет, дает такое эстетическое наслаждение деревенской жизнью, что ты просто радуешься, что она есть. Еще раз хочу выразить большое спасибо, Вадим Сергеевич, за то, что такие печи производите, дающие людям тепло, радость и эстетику жизни. Спасибо, приятно слышать, но маленько захвалил. Но у меня из самого дома стоит подобная печь, только с не такой большой дверкой. Я так же, как и Сергей Александрович, от нее получаю удовольствие по выходным. Поэтому и вам рекомендую: стройте бани, поправляйте здоровье и свое настроение. Ну вот мы с вами и посмотрели, как выглядит наша печь в образе камина. Ну и прошу, конечно, этот ролик не воспринимать как какую-то грубую рекламу, потому что на самом деле по заказчикам-то не очень-то походишь, потому что все-таки у всех свои семьи, у всех свои дела. Вот, и после того, как печь запущена, уже, конечно, никто не хочет особенно каких-то лишних людей в доме. Ну а здесь мои друзья, и мы, конечно, общаемся часто. Раньше я эту печку не показывал, честно говоря, сам не знаю, почему этого не сделал раньше. Но, тем не менее, они, конечно, ей пользуются очень давно, в целом довольны. Они в этой бане и живут, потому что он там сзади строится дом. Вот, и бывает, что проводят здесь не одни сутки, и, конечно, греются с помощью этой печи, но и вполне уютно себя чувствуют. Всем спасибо, с наступившим Новым годом, пишите вопросы.